Всем привет! Вы на канале Даблтоп, меня зовут Александр Гнатенко, и у нас сегодня ежемесячная рубрика «Портфель на месяц». Погнали! Итак, для тех, кто первый раз на канале, сообщаю, все максимально просто. Каждый месяц, в начале месяца я собираю портфель на месяц на 10 тысяч долларов с помощью альткоинов, биткоинов, в том числе с тезера. И в конце месяца подвожу итоги, что получилось, что не получилось, почему, скажем так, учимся на своих ошибках и собираю новый портфель на месяц. Наверное, скоро я буду вообще реструктуризировать, делать открытым. В общем, тут пишите комментарии, как всегда. Кто-то хочет именно видеть портфели, может подписаться на Дебанки и отслеживать мой портфель. Но, тем не менее, не будем тянуть, как говорится, кота. За что-то погнали. Итак, у нас ситуация такая, что сентябрь вышел плюсовый месяц, ну наконец-то. Я ждал еще на самом деле летом какие-то месяцы плюсовые, но плюсовый получился сентябрь, причем на самом деле приличное 8%, учитывая тот факт, что у нас 35% стейбл. То есть это надо понимать. Пройдемся по нашим позам. 35% стейбл я брал, потому что мне как бы было все-таки не очень спокойно. 20% по биткоину. Напоминаю, что самые главные новости непосредственно в ближайшее время, если брать там полгода-год, как мне кажется, начнут рост с биткоина именно на фоне ETF. А сейчас прошел, на самом деле, такие интересные манипуляции с точки зрения того, что эфириевский ETF, который фьючер хотят переделать и сделать спотовым, возможно, этот эфир будет подпушивать, но как бы все равно я делаю ставку больше на биткоин. Именно когда у вас самый сок медвежки и начинает все расти, то, как правило, рост начинается с биткоина. Иногда, конечно, вместе с эфиром, но, опять же, даже сейчас мы видим, что биткоин обгоняет немножко эфир. Надо отметить, что у нас на самом деле произошло одно из худших событий. Все ETF предвосхитили на 2024 год. И я на этом фоне вообще ожидал падения. Если вы не смотрели мой инстаграм, подпишитесь. Я там говорю, все, я жду падения, закрываем все длинные позиции. Но, на удивление, надо отметить, что это по рынку не ударило, рынок такой, и ладно. Как-то так очень интересно к этому отнесся. Это прям показывает то, что уже в целом, уже вот эти бэкхолдеры, кто биткоин держит, им уже все равно новость, уже люди, которые могли выпадать на каких-то новостях, они уже повыпадали. И опять же, я в сентябре был на одной конференции в Нью-Йорке, на второй конференции в Остине были, мне не получилось полететь, но были мои друзья, которые рассказали, что там было, людей значительно меньше, фондов меньше, проекты тяжелее искать деньги. То есть у нас сейчас такое максимально уже как бы очередной признак дна. Даже сейчас наверняка кто-то напишет, ой, Гнат опять вангует рост, наверное, будем падать на 15 тысяч. Ждите, это ваш выход, ваш выбор. 15 тысяч в прошлый раз не купили, вот сейчас уже 28 тысяч, возможно, будет лучшая точка входа. Если по 28 все еще дорого, то предлагаю зайти по 35, 37, а то и по 40 тысяч. Смотрим, опять же, биткоин у нас 28 тысяч, 28, тут немножко старая информация почему-то учитывать, не подтянула, то есть, я как бы, давайте уже буду не принципиально, наверное, закрывать, потому что я в это же время собрал портфель на October, я его назвал October, на самом деле, по эфиру, видите, у нас не такой сильный рост, как по биткоину, тут, конечно, 15% было, тут 20%, но по биткоину все равно обгоняет по росту эфир. Причем обгоняет так значительно. Вообще, если посмотреть там уже даже на дневках, у нас такой график, постепенно эфир скатывается. Вот это как раз показывает то, что у нас медвежка и как бы ликвидность даже из эфира уходит в биткоин. Поэтому, опять же, если у вас нет портфеля биткоина, я не очень понимаю, на что вы рассчитываете. То, что неожиданно все альткоины аутперформят биткоин. Поэтому биткоина в моем портфеле будет какое-то время больше всего. Больше, чем эфира. Про альткоины я вообще молчу. Именно в силу того, что пока эфир не показывает силы. Хотя, конечно, долгосрочный бык по эфиру. Многие знают, что я вообще по эфиру жду 15 тысяч долларов. Но на фоне как бы адопшена, развития LR2 сетей, ЗК и так далее и тому подобное. Поэтому непосредственно как бы в эфир надо будет переливаться, но попозже, после того, как уже опрунут ETF по биткоину и начнется биткоин накачается, и тогда можно будет перекидываться в эфир. Отличная моя стратегия, надеюсь, она вам тоже пригодится. Смотрим дальше. Дальше у нас, эфир, само собой, и рендер. Напоминаю, рендер я брал под презентацию айфона. Так получилось, что я в портфеле месяца ее не продал, если продали, тут по $1.55, по-моему, должно было получиться. Рендер продолжил свой рост и даже вырос, на самом деле, больше всего, $325 дал, плюс 30%, на самом деле, по рендеру, это очень хороший такой рост был, не знаю, на фоне чего, я напоминаю, что я ждал непосредственно на фоне того, что будет конференция, и как-то связано с AR-очками, потому что Apple запартнерила с рендером, и вот на этом фоне ожидал, что возможен будет рост на своей конференции. На конференции не было, но он весь месяц рос постепенно.
Я предлагаю закрывать позицию, потому что я не знаю, чего там конкретно ждать по рендеру. Возможно, к концу года будет какие-то еще информация про партнерство с айфоном, но не уверен. По GMX мы брали его, потому что он был просто на дне, он там был $30. Я сказал, что его можно взять, потому что просто вижу хороший откат, хорошая монета. И он, собственно говоря, и сделал, да, вот мы где-то здесь его, вот здесь вот его брали. Мне кажется, 3... Как так получилось? В общем, ну сейчас тут пишет, что 40, ну практически 40 цена есть. То есть я фиксирую GMX и думаю, что достаточно, $190 тоже здесь заработали. И Frax. Frax, к сожалению, не вырос, ну не было тех анонсов, которые я ждал в сентябре. Я их как бы переношу, они никуда у меня не деваются с моей точки поля зрения. Я по Frax все равно еще считаю, что возможен неплохой потенциал роста, так что предлагаю в октябре тоже поддержать. Что я назвал вообще месяц октябрь? Потому что исторически октябрь один из самых лучших месяцев в крипте. Понятно, что у нас выборка очень мало, и рынок очень сильно менялся, но тем не менее назвал октябрь, верю в то, что рост, но не могу сказать, что прям я жестко кружусь. У меня по 3000 стейблов, 30%, дальше идут у нас биткоин 20%, эфир 15%, это у меня стандартная история. Все равно считаю, что биткоин и эфир должен быть основа портфеля на любом рынке, ну как бы, даже, наверное, если когда супер булран, и там уже альты даже стрелять, там тоже надо быть аккуратнее, там скорее такие флиппинги. Мы все-таки здесь, люди покупают портфели, не могут не смотреть, и в случае, если биткоин сейчас там даст какой-то откат с эфиром, то остальная альта может укататься. Далее Frax. По Фраксу ничего не меняется, все еще ждем то, что их стейбл будет обеспечен американскими трежери, и это как бы, тут на самом деле можете прошлое видео посмотреть, аргументация никак не поменялась, я жду в октябре, там они вроде аудит должны закончить, и вот. Что касается матика, ребят, по матику история интересная, вот 14 Polygon, релиз, пропозал, 2.0 upgrade, короче, они меняют токен, они теперь становятся, не совсем... Короче, они меняют свою позицию. Polygon делает ребрендинг, хочет уйти в токены Pol и параллельно с этим быть к Zero Knowledge пропозалом Layer 2 для Zero Knowledge. На самом деле достаточно большое обновление. И вообще в целом ребрендинг всегда положительно сказывается на проектах. Это надо как бы знать. Тут есть другой момент, что Polygon достаточно и так тяжелый, то есть, но 14 место капитализация, 5 миллионов market cap, но если, опять же, смотреть тут же Дефиламу, если смотреть Дефиламу, то у Polygon огромное количество протоколов, вообще чуть ли не больше всех, после эфира и BSC больше всех, TVL тоже огромный, и то есть я говорил, что Polygon можно верить, но вот именно я решил попробовать его взять на фоне пропозала от 2.0, потому что, как правило, такие ребрендинги, они хорошо влияют на цену токена. В общем, на самом деле мы ждем больших изменений от Polygon. На этом фоне я считаю, что можно взять 10%. Опять же, достаточно твердый токен, вряд ли он будет значительно откатываться. А в случае, если пойдут какие-то обновления, то перформить очень может. Опять же, мы ждем закоснарков там по эфириум, и вот опять же Виталик и на это продвигает. А Polygon вроде как именно это и поддерживает. Так что здесь у меня хороший предикшн. Что касается DYDX. По DYDX уже вот объявление V4 лаунча, Intensified программ, поэтому я считаю, что DYDX тоже взять не ошибка. Тут, конечно, кто-то мне может сказать, что дороговато его беру, но мне в целом цена $2 плюс-минус нравится. Конечно, да, хотелось бы, может быть, по 1.8 взять, но в целом не сильно мы берем ниже, поэтому я решил тоже взять DYDX. Имеет смысл все-таки те проекты, которые, что-то за ними есть какой-то утилити токена, вы знаете, люблю, я больше за цифры, за математику, DYDX под это дело подходит. Так что берем DYDX тоже на 10%. Ну и 5% Earn Finance, UFI, как только его не называют. Тут у них на самом деле proposal Activate в UFI, и они будут активированы кто мне где-то скриншот даже отдельно вам делал, 19 октября. То есть у меня надежда, что у UFI непосредственно 19 октября либо под эту дату, либо после будет пампиться. Тут желательно вам тоже, скажем так, следить за проектом вообще, именно 19 числа, что произойдет. Опять же, если брать вообще тут all time, то у нас тупо ЛАИ просто, было ниже, было 4000 тут еще в 2022 году, но в целом UFI находится на дне. Решил взять вот на 5%, потому что мне кажется, плюс-минус стратегия рабочая, если, такие анонсы, которые добавляют утилити токена, они, как правило, и пампят цену. Вот такой вот получается у нас портфельчик, да, 6 активов и стейбл.
не знаю, это средней, мне кажется, агрессивности. Я пока еще в агрессию не ухожу, я не начинаю брать безудержно все подряд и как бы, опять же, пытаюсь брать аккуратно, такой консервативный взгляд на вещи. Я понимаю, что сентябрь уже плюсанул, можно гулять, но здесь я решил пока быть осторожным. Прошу прощения, чуть свет не упал. В общем, примерно так. Ребят, от вас я что? Жду, как всегда, лайки, комментарии, подписки на каналы, на наши соцсети. Даблтоп работает на вас, даже на самой лютой медвежке. Мы не сдадимся, мы знаем, что скоро, это наконец-то у нас настает крипто-лето, но надо поддержать. Да, скоро это не значит, что через неделю-две, ребята. Это, возможно, и 2 месяца, и 3, и 5, и 6. Но оно уже максимально близко, как никогда. И прямо зайти перед ростом у вас не получится. Возможно, перед ростом надо было заходить год назад, в декабре, по 15 тысяч. Потому что мы, по сути дела, год прошел, у нас 2 икса по битку. Это много о чем говорит. На этом все. С вами был Гнат. До новых встреч. Пока.